Всем привет! Сегодня 22 октября. Пришла пора заниматься пеларгониями, приводить их в порядок перед тем, как занести в дом. Сейчас они у меня еще на даче, но сегодня-завтра уже поедут домой в свою зимнюю веранду. Там они у меня будут зимовать и набираться сил к новому сезону. Что я буду с ними сегодня делать? Это обрезка, чистка, полив. Ну, в общем, все, что необходимо для моих цветочков. Пеларгонии у меня есть простые, зональные, есть плющелистные, есть королевские пеларгонии. Вот на примере вот этого цветочка показываю, что нужно делать с простыми зональными пеларгониями. Эта пеларгония у меня стояла на солнце, поэтому вот такие красные сгоревшие листики. Пеларгония любит полутень. Много лет выращиваю пеларгонию и уже знаю, какое ей место лучше всего. Обрезаю, оставляя стебель, оставляя 5-6 сантиметров. Обрезать пеларгонию не бойтесь. Чем больше вы ее обрезаете, тем сильнее она распушится, образует зеленую массу, и тем больше у нее будет цветоносов. Ей нужно всегда давать период покоя. Период покоя заключается в обрезке. Многие задают вопрос, почему пеларгония не цветет. А не цветет она потому, что ей не дают периода покоя. После того, как обрезали, снимаем все пожелтевшие, сухие, больные листики. Даже если все листики придется снять, то не переживайте. В скором времени из спящих почек вырастут новые зеленые листики. Вот смотрите, какой у меня получился обрезанный куст. И здесь уже видно, нарастают новые листики из спящих почек. Вот, вот. Этот листик я оставлю. Пеларгония будет вам только благодарна за такую обрезку. Сейчас осень, уже прохладно, поэтому я ее сильно не переливала. И вообще пеларгония не очень любит переливы, чтобы сильно влажный был грунт. Грунт должен умеренно влажный, потому что корни у пеларгонии при сильной влаге могут вымокнуть. Вот так подпушиваю. Я специально не проливала, чтобы потом, после того, как сделаю ей обрезку, приведу ее в порядок, уже потом пролить и занести в дом на хранение, на зимнее хранение. Такой яркий, красивый цветок. Добавляю свежего грунта, чтобы немножко ее подкормить. Это грунт у меня магазинный, универсальный. Здесь есть уже витамины, микроэлементы, и ей этого будет достаточно до весны. Сейчас подкармливать пеларгонию ничем не нужно. Весной можно будет в марте подкормить удобрением, в котором побольше азота, для того, чтобы запустить рост, хороший рост зеленой массы. Как только увидите, что проснутся бутоны, сразу же можно подкармливать удобрением, в котором больше фосфора. Для того, чтобы как можно больше развивалось бутонов и как можно больше они закладывались в период цветения, чтобы было побольше калия. Для того, чтобы бутоны набирали свою пышность и долго и красиво цвели. Итак, вот обработали один кустик. Сейчас я их обработаю все по очереди и покажу, что у меня получилось и чем я обработаю свои растения от вредителей перед тем, как занести в дом. Сейчас покажу вам обрезку плющелистной пеларгонии. У меня их 3 сорта. Вот такая красивая бордовая, но с временем цветочек немножко выцветает. Вот такая красота.
И два сорта: розовая. И здесь у меня была такая темно-розовая. Темно-розовая уже, по-моему, отцвела. Вот на этих двух я покажу вам обрезку. У плющелистных пеларгоний обрезка не такая кардинальная, как у зональных. Первым делом срезаю все цветоносы, которые отцвели. И укорачиваю стебли на 1/3 часть. Примерно вот так. Вот такие стебелечки. Здесь даже можно снять черенки. Этот пока трогать не буду. Она еще будет цвести. Есть бутончик. Вот такие небольшие кустики. Обрезаю небольшие росточки. В общем, формирую небольшой пышный кустик. Снимаю все пожелтевшие листья. Мне нравятся эти плющелистные пеларгонии тем, что они растут таким красивым каскадом. Пышным. Вот такой у меня получился кустик. Совсем немножко я ее обрезала. Поубирала все, что сухое, ненужное. Делаю немножечко так, спушу грунт. И досыплю земельки. И точно так же обрабатываю куст плющелистной пеларгонии в другом кашпо. Сначала срезаю все сухие листья, срезаю, обрываю. И укорачиваю плети на 1/3 часть. Всыпаю свежего грунта. Проливаю водичкой. И сейчас главное условие. Перед тем, как занести все эти растения в дом, их нужно обработать от вредителей. Сейчас вредителей не видно, но как только температура воздуха повысится, в дом вы их заносите, повышается температура, и они начинают действовать. Они начинают съедать растения, отлаживать свои личинки на растениях, выпивать из него соки. Поэтому нужно обработать инсектицидами. У меня для этих целей фитоверм. Разбавляю ампулу фитоверма на 2 литра воды и сбрызгиваю все свои пеларгонии.
Можно пользоваться не только фитовермом. Можно пользоваться фитоспорином. Акторой, Вертилик, Агровертин. Вот такими препаратами можно тоже обрабатывать. Но в отличие от фитоверма и фитоспорина, остальные препараты нужно выдерживать, чтобы растения стояли на улице и проветривались хотя бы 2 часа перед тем, как занести в дом. Фитовермом и фитоспорином можно пользоваться в самом помещении. Обрабатываем не только цветы, но и грунт в горшочке. Через недельку еще раз обработать фитоспорином, для того, чтобы окончательно убедиться, что вредных насекомых на растениях нет. Пеларгонии любят прохладное помещение. Для того, чтобы они хорошо развивались, любят прохладное помещение. Но и солнечный свет им необходим. Поэтому, если у вас есть холодный подоконник, через недельку еще раз обработать фитоспорином. Пеларгонии любят прохладное помещение, но и солнечный свет им необходим. Поэтому, если у вас есть холодный подоконник, пеларгонии ставите на холодный подоконник, но чтобы за целый день хотя бы немножко светило на этом подоконнике солнце. У меня на веранде они стоят при температуре 12-15 градусов, и пеларгонии себя замечательно чувствуют, стоят на холодном подоконнике с солнечным светом и прекрасно себя чувствуют. На этом я заканчиваю свое видео. Желаю вам, чтобы у вас все получалось, чтобы ваши растения вас радовали. Здоровья вам, удачи во всех делах. Всем, кто оставался со мной, всем спасибо за просмотр. Всем пока.